Всем доброго времени суток! Вы на канале Ниццола, это канал о вязании, меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду вязать узор ленивым жаккардом. Узор называется малые зигзаги, выглядит он вот таким образом. Здесь на этом образце у меня провязано в высоту 2 раппорта. Давайте вспомним, как формируются узоры ленивым жаккардом. Узоры формируются за счет вытянутых петель. Цвет пряжи меняется каждые 2 ряда, то есть первые 2 ряда лицевой и изнаночной вяжутся одним цветом пряжи, а следующие 2 ряда вяжутся другим цветом пряжи. И за счет этого мотки в работе не путаются, так как каждые 2 ряда вяжутся только одним цветом. Давайте теперь посмотрим на схему нашего узора. Пустые незаполненные клеточки обозначают один цвет пряжи, а те, которые заполнены крестиком, это другой цвет пряжи. В моем случае сегодня пустая клетка будет обозначать молочный цвет пряжи, а клетка с крестиком серый цвет пряжи. Каждая клетка это одна петля. Раппорт обозначен прямоугольной областью. Раппорт это тот участок узора, который будет повторяться нужное количество раз. Он состоит из 4 петель по горизонтали и 12 рядов по вертикали. У меня на схеме обозначены только лицевые ряды 1, 3, 5, 7, 9, 11. Изнаночные ряды на схеме не обозначены, они вяжутся по рисунку. Вытянутая петля в лицевом ряду это петля, которая снимается на правую спицу не провязанной, и при этом рабочая нить идет за работой, за полотном. Вытянутая петля в изнаночном ряду это петля, которая снимается на правую спицу не провязанной, и при этом рабочая нить идет перед работой, перед полотном. Для своего образца я сейчас наберу 23 петли. Из этих 23 петель 20 петель это число, которое кратно 4. Добавлю одну петлю для симметрии полотна, чтобы полотно одинаково выглядело как в начале, так и в конце. И плюс еще 2 петли кромочные. Итого 23 петли. Кромочные петли в моей схеме не обозначены. Они в рисунке не задействованы. И в образце своем я их буду провязывать следующим образом. Первую кромочную буду снимать не провязанной, а последнюю кромочную буду провязывать изнаночной. Итак, я набрала для своего образца 23 петли. После наборного ряда я провязала несколько рядов для удобства. Дальше я буду начинать вязать с первого ряда по схеме. Первый ряд у меня обозначен здесь крестиком. Это значит то, что первый ряд и второй ряд изнаночный я буду вязать серым цветом. В первом ряду первая петля серым цветом, вторая молочным цветом, далее серым цветом, молочным цветом и далее повторяем до конца ряда. Вяжем первый ряд. Серую нитку я никак не закрепляю. Точно так же я поступила бы, если бы я вязала сейчас изделие. То есть нить я закрепляю в конце, оставляю достаточный кончик для того, чтобы спрятать его в полотно. Итак, первая у меня идет кромочная. Первую кромочную я снимаю. Дальше следующая петля по схеме узора серым цветом. Я провязываю лицевую серым цветом. Следующая молочная. Я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. Следующая петля лицевая серым цветом. Следующая петля молочным цветом. Я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. Обратите внимание, вытянутые петли, когда я формирую в лицевом ряду, то рабочая нить идет за работой. Следующая петля провязывается серым цветом, следующая петля вытянутая, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу, и при этом рабочая нить остается за полотном. Провязываю серым, переснимаю не провязанной, провязываю серым, переснимаю не провязанным и так далее до конца ряда. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Первый ряд
по схеме, провязан до конца, я поворачиваю сейчас работу на изнаночную сторону. Сейчас я буду вязать второй ряд. Это изнаночный ряд, и этот ряд я буду вязать по рисунку. То есть какую петлю я вижу в предыдущем ряду, такую я провязываю и в изнаночном. Первую кромочную снимаю, дальше я вижу изнаночную петлю, она серым цветом, и я ее тоже провязываю изнаночной серым цветом. Следующая петля молочным цветом, она была в лицевом ряду вытянутая, то есть переснятая на правую спицу, не провязанной. И сейчас я ее также переснимаю, не провязанной на правую спицу, и при этом рабочую нить держу перед работой. Вот так. Следующая изнаночная провязываю изнаночной. Следующая вытянутая переснимаю на правую спицу, не провязанной. Следующая изнаночная провязываю изнаночной. Следующая вытянутая переснимаю на правую спицу, не провязанной. И таким образом вяжу до конца этого ряда. Я провязала второй ряд почти до конца. Мне осталось провязать последнюю кромочную петлю. Перед тем, как я буду ее провязывать, я поменяю цвет пряжи, так как следующий ряд, третий ряд, будет провязываться не серым, а молочным цветом. И посмотрите, как я буду менять цвет пряжи. Значит, вот эту серую ниточку я кладу поверх молочной. Вот так. И беру в работу светлую нить. И вот таким образом эти нити перекрещиваются. И провязываю последнюю кромочную изнаночной. Второй ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на лицевую сторону. С лицевой стороны сейчас я буду вязать третий ряд. В третьем ряду по схеме узора первая петля серым цветом, далее 3 петли молочным цветом, и дальше повторяем. 1 петля серым цветом, 3 петли молочным цветом, и так до конца ряда. Третий ряд я вяжу молочным цветом. Первую кромочную я снимаю, следующая петля по схеме узора серым цветом. Я эту петлю переснимаю на правую спицу не провязанной, для того, чтобы она осталась серым цветом. Это будет вытянутая петля, и при этом рабочая нить идет за работой. Следующие 3 петли по схеме узора молочным цветом. Провязываю их лицевыми молочным цветом. Следующая петля по схеме узора серым цветом. Я ее переснимаю не провязанной на правую спицу нить за работой. Далее 3 петли лицевые молочным цветом. Я их провязываю лицевыми молочным цветом. Следующая петля серая, переснимаю ее не провязанной нить за работой. Следующие 3 петли молочным цветом провязываю молочным цветом лицевыми петлями. И таким образом вяжу до конца ряда. 1 серая, это вытянутая петля, и 3 лицевых молочным цветом. 1 серая вытянутая петля и 3 петли молочным цветом. Я провязала третий ряд до конца, поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны сейчас я провяжу все петли по рисунку. Это будет 4-й ряд. Первую кромочную снимаю, дальше вяжу по рисунку. У нас сейчас в работе молочная нить. Я вяжу первую петлю серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, и при этом рабочую нить в изнаночном ряду я держу перед полотном, перед работой. Вот так. Далее 3 изнаночные молочным цветом, я их провязываю изнаночными текущей нитью молочным цветом. Следующая петля серым цветом, она вытянутая, я ее в этом ряду также переснимаю и при этом держу рабочую нить перед работой. Следующие 3 петли изнаночные молочным цветом провязываю. Следующая серая вытянутая, я ее также в этом ряду переснимаю, держу рабочую нить перед работой. Дальше 3 петли изнаночные молочным цветом. И таким образом я вяжу до конца изнаночного ряда. Я провязала изнаночный ряд до конца. Это был 4-й ряд. У меня осталась последняя кромочная петля. Перед тем, как я ее провяжу, я поменяю цвет пряжи. Так как 5-й ряд
будет провязываться другим, в данном случае серым цветом. Значит, я сейчас молочную ниточку кладу поверх серой и беру в работу серую нить. Вот так. Эти нити перекрещиваются. Я провязываю последнюю петлю. Это кромочная петля, изнаночная. Четвертый ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на лицевую сторону. Сейчас я буду вязать пятый ряд. Пятый ряд провязывается серым цветом. И по схеме узора в этом ряду первые 2 петли серым цветом, следующая петля молочным цветом, далее 1 петля серым цветом. Далее все повторяется. 2 петли серым цветом, 1 молочная, 1 серая, 2 петли серым цветом, 1 молочная, 1 серая. И таким образом вяжем до конца ряда. Значит, первые 2 петли я сейчас провяжу серым цветом. Первую кромочную я сейчас снимаю не провязанной. Далее следующие 2 петли провязываю лицевыми серым цветом. Следующая петля по схеме узора молочным цветом, я ее переснимаю не провязанной, нить за работой. И следующая петля серым цветом. Вот закончился раппорт. Дальше мы все повторяем. 2 серые, 1 молочная, 1 серая, 2 серые, 1 молочная, 1 серая, 2 серым цветом, 1 молочная, переснимаю нить за работой, 1 серая, 2 серым цветом, 1 молочная, переснимаю нить за работой, 1 серая, 2 серым цветом, 1 молочная, переснимаю не провязанную нить за работой, 1 серая. И таким образом я вяжу до конца текущего ряда. Я провязала 5-й ряд до конца, поворачиваю работу на изнаночную сторону. Сейчас я буду вязать 6-й ряд. Это изнаночный ряд, и этот ряд я провяжу, как всегда, по рисунку. То есть какую петлю я вижу в предыдущем ряду, такую я провязываю и в текущем. Значит, первую кромочную я снимаю, дальше 2 вижу изнаночные серым цветом, я их провязываю изнаночными серым цветом. Следующая петля молочным цветом, я ее переснимаю на правую спицу и при этом рабочую нить в изнаночном ряду, когда вытянутая петля формируется, держу перед работой. Дальше вижу 3 изнаночных серым цветом, я их провязываю изнаночными серым цветом. Дальше 1 петля молочным цветом, я ее формирую как вытянутую. И таким образом я провязываю по рисунку до конца этого ряда. Я провязала 6-й ряд до конца, повернула работу на лицевую сторону, и сейчас я буду вязать 7-й ряд. 7-й ряд провязывается молочным цветом, и по схеме узора я вижу следующее обозначение. Первая петля молочным цветом, следующая петля серая, молочная, серая, серая. И таким образом повторяется до конца ряда. То есть 1 петля молочная, следующая серая. Первую кромочную я снимаю не провязанной, следующую петлю по схеме узора я провязываю молочным цветом, следующая петля серая, переснимаю не провязанной на правую спицу, нити держу за работой. Следующая петля молочным цветом, следующая петля серая, переснимаю ее, следующая молочным цветом, следующая серая, переснимаю ее. И таким образом вяжу до конца этого ряда. 7-й ряд провязан до конца, я повернула работу на изнаночную сторону, и сейчас я буду вязать 8-й ряд. Это изнаночный ряд, и поэтому я его провяжу по рисунку. Первую кромочную снимаю, следующая петля молочным цветом изнаночная, я ее провязываю изнаночной. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу, нить держу перед работой. И таким образом я повторяю до конца 8-го ряда. 8-й ряд провязан до конца, я повернула работу на лицевую сторону. Последнюю петлю кромочную я провязала серым цветом, так как у меня сейчас 9-й ряд по схеме узора провязывается серым цветом.
По схеме узора первая петля в 9 ряду молочным цветом, следующие 3 петли серым цветом. И далее все повторяем. 1 молочным цветом, 3 серым цветом, молочным цветом, серым цветом и до конца ряда. Первую петлю кромочную я снимаю не провязанной. Следующая петля по схеме узора молочным цветом, я ее переснимаю на правую спицу, нить рабочую держу за работой. Таким образом она у меня осталась молочным цветом. Следующие 3 петли серым цветом провязываю лицевыми петлями, так как это лицевой ряд, серым цветом. Следующая петля молочным цветом, я ее переснимаю, нить за работой. Следующие 3 петли серым цветом провязываю серым цветом лицевыми петлями. И таким образом я вяжу до конца ряда. 1 молочным цветом переснимаю ее, 3 серым цветом. 9 ряд провязан до конца. Я сейчас поверну работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны сейчас я провяжу все петли по рисунку. Это будет 10 ряд. Первая петля кромочная снимается, следующую петлю я вяжу молочным цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, нить рабочую держу перед работой, так как это изнаночная сторона. Следующие 3 петли серым цветом изнаночная, я их провязываю изнаночными серым цветом. Следующая петля молочным цветом, я ее переснимаю, нить рабочая перед работой. Следующие 3 петли изнаночная серым цветом, я их провязываю изнаночными серым цветом. И таким образом я вяжу до конца текущего ряда. 10 ряд я провязала до конца, в конце поменяла цвет пряжи с серого на молочный. Сейчас я буду по схеме узора вязать 11 ряд. В 11 ряду я вяжу молочным цветом. Первые 2 петли это молочным цветом, следующая петля серая, 1 молочным цветом, и дальше все повторяем. 2 петли молочным цветом, 1 серая, 1 молочным цветом, 2 петли молочным цветом, 1 серая, 1 молочным цветом. И таким образом вяжем до конца ряда. Значит, первую петлю кромочную я снимаю не провязанной, следующие 2 петли по схеме узора у меня лицевые молочным цветом. Лицевые, так как это лицевой ряд. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу, рабочую нить держу за работой, и у меня формируется серая петля. Дальше следующие 3 петли я провязываю молочным цветом. Дальше 1 серая, переснимаю ее на правую спицу не провязанной. Следующие 3 петли молочным цветом провязываю. Следующая петля серая, я переснимаю ее на правую спицу не провязанной. И таким образом вяжу до конца текущего ряда. Я провязала 11 ряд до конца. Вот что сейчас у нас уже получается. Поворачиваю работу на изнаночную сторону и буду вязать 12 ряд. С изнаночной стороны я провязываю все петли по рисунку. Первую кромочную снимаю, дальше вяжу 2 изнаночные молочным цветом, провязываю их молочным цветом изнаночными петлями. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, рабочую нить держу перед работой. Дальше вяжу 3 петли молочным цветом изнаночные, я их провязываю также изнаночными. Следующая серым цветом, я ее переснимаю нить перед работой. Следующие 3 петли изнаночные, я их провязываю изнаночными молочным цветом. Следующая петля серая, я ее переснимаю. И таким образом вяжу до конца ряда. Я провязала 12 ряд до конца. Вот что сейчас у нас получается. Это полностью весь раппорт в высоту. 12 рядов вот по схеме узора. И дальше я буду вязать за кадром. Я провяжу еще один раппорт в высоту и покажу вам, как получается узоры, если провязать не один, а несколько раппортов. Я провязала еще один раппорт в высоту. В общей сложности я провязала на своем образце 2 раппорта в высоту. Вот 1 и 2. Вот как получается в итоге узор. Дальше можно повторять, начиная с первого ряда по схеме узора, или же можно
провязать лицевой гладью белым цветом и через какое-то расстояние повторить этот же узор. Или включить другой узор ленивого жаккарда, допустим, ромбы. На этом сегодня у меня все. Я вам желаю всем всего хорошего.